Ну что, у нас грустные новости. Только что сообщили, что не будут сжигать темпл, поэтому никакого шоу, к сожалению, не будет. Ну чё, здрасте, котятки. Я надеюсь, вы по мне скучали, и это новое видео на моем канале. Аплодисменты. Сегодня уже 22 мая, а это значит, мы выезжаем на орегонский Burning Man, который называется SOG. Поэтому, когда я буду говорить «едем на SOG», это похоже на SOG. Давайте посмеемся и уже больше не будем над этим смеяться. Спасибо. Опять мне было очень тяжело с подготовкой, но thank God that I bought almost everything that I need on a big burn, so right now мне надо было просто докупить какие-то расходные материалы. Я бы говорил только на английском, но мой уровень еще не позволяет. А переключаться между двумя языками позволяет. Для меня лично в чем прелесть грядущего мероприятия, что я буду играть на нем музыку. И если открыть приложение Dust для бернеров, то в расписании ивентов можно найти мое имя. Я, конечно, буду играть в рамках нашего маленького лагеря, но все равно для меня это очень круто. Для меня это большое событие, скажем так. Маты затирать тоже не буду в этот раз, поэтому уберите женщин и детей от экранов. Итак, SOG 2025, Орегон, Портленд. Мы начинаем. Самое тупое, когда ты делаешь «мы начинаем», в жизни нихуя не происходит, потому что дальше будет склейка, а в жизни склейки нету. И ты такой «поехали!» И нихуя не поехали, ты идешь спать. Все, давайте, увидимся. Three. Thank you. High hug. Yeah. Awesome. Have a great one. Хватит, не Алексей надо. Андреевич, Алексей Алексей Павлович, Алексей И Анатольевич. все разные. Все. Отлично. Алексей? Alexei? I will be Янович. gonna be a deputy, Alexei? Can Yeah, I be deputized? it's deputized as Alexei. What's your father's name? Daniel. Daniel. Alexei Danilovich. Danilovich. Hey guys, one question. Where we at and what we gonna do? This is, Bananigans. And where are we? Oregon. Oregon. We are in Oregon. We know that much. I think this is Soak. This They is let us Soak. in. They gave us bracelets. This So, one. Soak 2025. We are at our campsite that we were graciously gifted by our hosts. So we unload everything almost. We did unload just about everything. I just have my coffee. Мы поставили свои палатки. Из тех, кто приехал, поставили все.
На заднем фоне ебашит музыка, надеюсь, меня слышно. Сейчас покажу, что мы уже отстроили. Коля, а пару слов, как настроение? Okay, Jan, right now I'm gonna ask you about food like I didn't ask you before, okay? Okay, Jan, so what are you cooking right now? So tonight we're gonna have some chicken, barbecue chicken, herb chicken. We're gonna have some pork tenderloin. They're warming up right now and they're gonna be seared. I'm searing right now some pork belly that's made with ginger, garlic, and some spices. And then right here we have ratatouille. It's a French vegetable stew, great for the summer. Smells good already. It's healthy. And then we got bread with that, and then sangria. So hopefully everybody's gonna have a good dinner. Great. Et maintenant, je vais faire du poulet, donc à la façon barbecue, un petit peu de poulet aux herbes, un filet mignon de porc. Et là, je suis en train de faire du ventre de porc, de la poitrine de porc à la façon asiatique. Et là, une ratatouille excellent, ça va toujours très bien, ça passe sur tous les plats. Les gens adorent. Voilà. Oh. Merci bien. Je suis Алексей. Окей, что ж, мы продолжаем строиться. Я посмотрел примерно 0 лагерей. И сейчас покажу, как мы продолжаем строиться. Надеюсь, вам нравится этот цвет. Andrea, how you doing? Great. I'm gonna go get a box so that we don't put the drinks on here. We keep in a box. Окей, I'll get so we don't, Коля, расскажи, пожалуйста, что там у соседей ты видел? Соседи лучше не ходить. А то может посетить чувство неудовлетворенности жизнью. Чувство неполноценности. Да, чувство неполноценности, понимаешь, что что-то мы не то делаем. Ну еще пройдемся. Good. That's good. We almost have the camp set up. Начальник сказал, Когда будет фаер-шоу, там должна быть драма в середине. большой. It's a window right here. Yeah. Oh my gosh. What's happening? It's like you can see everybody from this side. Okay. Wait till somebody shows up. Дамы и господа, доброе утро.
Сегодня у нас наступил второй день. Я нашел кофе, отстоял в очереди и попил кофе. Конечно, при коммунизме, наверное, я бы не выжил. У нас уже начался ecstatic dance. Да, мы здесь на Сооке отдыхаем, соприкасаемся с природой, с прекрасным. И такой стиль танца — это свободный танец, который позволяет тебе быть наедине с природой, наедине с собой, все отпускать, плавно двигаться, медитировать, прыгать, скакать, кричать, все что угодно, будить своего внутреннего ребенка. Задача экстатического танца — это попасть в поток. Это происходит не сразу. Сначала мы скованы, сначала мы переживаем, посматриваем на других людей, что они о нас подумают. Постепенно все это уходит. Мы отключаем мозг, мы убираем все из сознания, и мы попадаем в поток. Это один момент. Поэтому и в песнях в основном они без лирики или на каком-нибудь непонятном языке. И, как правило, ecstatic dance идет такой волной на повышение, и в конце фаза расслабления, которая вы слышите сейчас, это фаза, когда мы медитируем, мы входим в шавасану, мы входим обратно в наш обычный ритм жизни, и заряженной энергией мы идем тусить! Я примеряю галстук. Это очень круто. Тебе Я идет? думаю, очень идет к моей Это, юбке. блядь, под цвет глаз. Особенно, когда выпьем. В целом, мы начали, наконец, наряжать бутик. Все распаковывать и вешать вот на... Скоро придет народ. Все это расхерачит, соберет все, что захотят. Ну, собственно, в том и цель. Okay, guys, it's a third day on the Soak. I already played my DJ set. Сейчас играет Дастин, и у нас играет дабстеп. Мы продолжаем, следите за новостями. Что-нибудь еще вам поснимаю сегодня. Come try Alex Smith. So our camp, you know, every man, single man named Alex. Not single, but yes, please. And there's like some wonderful things on top. Would you like? And there's some pickle with those on top. Oh, thank you. Thank you. This is kind of spicy. Perfect. Yeah, for sure. It's not very sweet.
babe is midnight. Take a dub on myself, cause she sat in my heart. Twisted bodies, crazy parties. Twisted bodies, crazy parties. Twisted bodies, crazy parties. Twisted bodies, crazy parties. Oh wow, picture so beautiful. Thank you. Thank you. You're welcome. Сегодня воскресенье, а это значит наступает последний день. Не хочу выпендриваться, на самом деле хочу, конечно. Но музыка у нас просто вчера была очень хорошая. Люди были, люди танцевали, подходили, говорили спасибо, что было безумно приятно, само собой. Вот, кстати, в чем отличие Соок от Большого Берна, что по моим скромным ощущениям времени и внимания уделено гораздо меньше этим центровым, казалось бы, моментам. И немножко атмосфера, конечно, другая, потому что здесь гораздо больше детей и местами напоминает просто семейный кемпинг. Опять же, по моим ощущениям, сюда нужно ехать перед Большим Берном, для того, чтобы примерно понимать, что тебя ждет. Потому что после Большого Берна тебя уже сложно чем-то удивить на самом деле. Как ты узнал про Большой Берн в целом в своей жизни? Меня об этом проинформировала моя супруга Лена. Однажды в 17 году она сказала, что я дозрел, пора ехать на Берн. Я спросил, что это такое, она сказала, это такое место волшебное, там найдешь нового себя. Вот. Ну и да, и я вот как бы на все плюнул и поехал. Когда возникла идея основать собственный лагерь? Примерно через год после этого. Мы, когда съездили в 2017 году, появилась идея, что мы тоже хотим сделать какую-то свою интерактивность. И вот у Лены была идея, что вот давай всех наряжать. И как-то это быстро само собой организовалось. И мы сначала были в лагере наших друзей. Предложили им, что вот мы привезем такой вот бутик типа секонд-хенда. И будем выдавать как бы наряды всем. Это в другой сумке. Хочешь поставить на паузу? Да. Дубль 2, продолжение получается. Продолжим. В общем, в 2017 году мы съездили первый раз, появилась вот идея, давайте сделаем что-нибудь свое. И в 2018 году мы предложили нашим друзьям, с которыми мы ездили в лагере, что мы привезем вот такой бутик типа секонд-хенда. Ну да, вот купили карпорт один, 10 на 20, и сделали туда вешалки, набрали кучу барахла в секонд-хендах, и привезли все это, и как бы вот сделали такую красивую надпись еще. Дасти Бани бутик. Сколько лет уже лагерю получается? Ну, считай, первый раз мы поехали как почти что официальный лагерь, мы поехали в 2018 году. Ага. Вот, в 2019 уже было совсем официально, то есть я подавал уже свою собственную заявку на лагерь,
все как бы было по правилам. А бывали случаи, вот не среди русскоязычных, кто приезжают на следующий год и узнают: о, Dusty Bunnies, помните, я был в прошлом году, у вас классная одежда. Бывали ли такие случаи? Вот началось как раз в 2019 году, когда к нам начали заходить люди и говорили: о, мы вас навещали уже в прошлом году, вы такие классные, мы пришли опять. Вот, и начали приходить люди, которые приносили свою собственную одежду, которую они специально привезли, чтобы как бы нам отдать. Вот, и это, конечно, было очень прикольно, потому что, ну, вообще вот вся эта идея, что ты как-то вот что-то делаешь для других безвозмездно и что-то кому-то даришь. И ничего не ожидаешь взамен, кроме их, собственно, спасибо. Вот, это на самом деле такое очень классное ощущение, и это, в общем, неотъемлемая часть Burning Man. И да, это, наверное, в общем, один из таких основных движущих факторов, почему, собственно, люди туда и ездят часто. А когда с лагерем сюда на Сок уже приехали впервые? На Сок мы приехали тоже, наверное, где-то в 2018 году. Мы сюда всегда ездили с детьми. То есть здесь тоже атмосфера такая немного другая. Здесь вот, опять же, место более приемлемое для кемпинга такого обычного, местного орегонского. И с детьми сюда приезжать очень прикольно. Особенно, когда дети маленькие, они как-то вот, когда они видят, что их родители ведут себя как дети, их это не удивляет. Вот. Говорят, что это несколько по-другому для тинейджеров. Для тинейджеров это очень странно, потому что они как бы думают, как мне вот стать взрослым, а здесь они видят кучу взрослых, которые пытаются быть детьми. И, конечно, такой, наверное, у них сильный когнитивный диссонанс. Вот. А вот дети где-то там до 10 лет, вот им просто раздолье там, бегать везде, залезать на всякие инсталляции. Туда пойдешь, тебя блинчиками покормят, сюда пойдешь, там тебе мороженку дадут. В общем, рай просто. И мы в какой-то момент начали детей просто вот отпускать. Здесь территория огороженная, и как бы они никуда не пропадут. И да, они просто сами ходили, они уже знали, где дают блинчики по утрам. Вставали в очередь. Где там дают грилл-чиз на ланч. Вот. Ну и вот такое. И тематика у нас была совсем другая. У нас наши друзья привозили такой виртуальный бутик, даже не бутик, а галерею. То есть у них, вот у нас было просто пустое пространство, и если одеваешь VR goggles, то ты начинаешь видеть, что там вот всякие такие интерактивные объекты виртуальные. Вот. И было довольно смешно, потому что люди проходили мимо и смотрят, там люди ходят по пустому пространству и чему-то удивляются. Ой, кстати, вот я, знаешь, о чем не слышал до того, пока не поехал на Burn, про Playa Name. Вот, расскажи мне, как человек, если бы я не знал, да. Как бы ты объяснил, что это такое? Ну, в общем, Playa Name, это вот когда ты едешь на Burn, у тебя есть возможность как бы переизобрести себя отчасти. То есть вообще весь этот опыт, это основано как раз на том, что ты как бы попадаешь в место, где ты можешь быть кем-то другим, или ты можешь быть собой, но как-то вот дать волю своим, не знаю, каким-то другим частям своего характера и так далее. И часто из-за этого люди выбирают псевдоним. Вот. И вот псевдоним для Burning Man — это Playa Name. Playa, потому что, собственно, все действие происходит на Плае в Неваде. Большое засохшее озеро. И Playa Name как бы там может найти тебя по-разному. Некоторые люди, как я просто сам себе придумал. Ну, тоже как бы придумал в течение нескольких лет, на самом деле. А некоторым дают, вот, например, что-то такое происходит, и там какую-нибудь кликуху на дискотеке где-нибудь там. Да, вот на дискотеке, например, один мой знакомый пошел на дискотеку и очень удивился, когда увидел лазеры. И с тех пор его зовут Лазер. Планируешь ли на следующий год на Большой Burn съездить? Это как бы всегда вопрос открытый. Угу. Вот, у нас для этого все есть, но иногда вот все же ощущение появляется, что как бы уже нету сил все это делать. И особенно после того, как ты приезжаешь с Burn, очень не хочется во всем этом барахле пыльном копаться и все это начинать планировать. И обычно мы просто все откладываем до где-то января месяца, а там уже начинаем думать, почему мы это или нет. Но все возможно. Все возможно, да. В прошлом году у нас был очень классный экспириенс. Лагерь просто получился отличный. У нас было как бы много новых людей, и кто-то из старых знакомых приехал с нами. И, в общем, все пошло просто на ура.
Вот, а в этом году мы сделали передышку, потому что, ну, много всяких еще вещей в жизни происходит, поэтому как-то надо иногда себя беречь. Что дальше будет, посмотрим, да, может быть, в следующем году опять. Все, спасибо большое. Ну, все, спасибо. Лена, а как вы придумали название лагеря? Ты знаешь, я даже не помню, честно говоря. Это как-то своего рода просто взяла и родилось. Хочу сказать тебе большое спасибо за музыку. Ты реально зажигал, но вот твои сеты просто привлекали людей отовсюду. Продолжай творить. Огромное тебе спасибо. Спасибо большое вам, спасибо, что вы есть, что я познакомился с вами и что вы дали такую возможность посмотреть на Большой Бёрн и на Солк тоже. Спасибо. Слушай, я надеюсь, у нас впереди еще много проектов и много всего интересного. Как смешно, когда перебрал немножко на вечеринке. Полтора часа стоять. Блин, туалеты картинку портят. Это такое, что Это инсталляция такие. него никак. Знаешь, что бы было, если бы не было туалета? Вот никого бы не было. Обкакано было бы все, получается. So is it work tonight? At what time? 9:30? Okay, thank you. Ага, gotcha. А шведская семья что такое? Это мы. Так, ну что, у нас грустные новости. Только что сообщили, что не будут сжигать темпл, поэтому никакого шоу, к сожалению, не будет. Смонтирую вам костер. Спасибо за внимание. Друзья, что вам могу сказать? Что сколько бы видео мы ни снимали, сложно передать всю гамму эмоций, которые переживаешь здесь. Это сложно объяснить словами, это сложно передать через камеру, это не покажет YouTube. Желаю каждому из вас, тем, кому это действительно нужно, попасть на Большой Бёрн, попасть на локальный Бёрн и прочувствовать всю эту атмосферу вживую. Music's actually really good. And I was like, damn. So I wanted to just say thank you for lighting it off. I mean, I don't know how you guys are able to put it together and keep it going when you guys are playing sets until 6 in the morning. You guys are organized and your music was awesome.